Возите с собой дополнительный замок цепи, он же мастерлинк, и маленький пакетик смазки, часто идет в комплекте. Отремонтировать оборванную цепь в путешествии с запасным замком и без него — это кардинально разные ситуации, а так как замок не занимает места совсем, единственная причина, почему его можно не взять в путешествие — наличие кардана. Причем можно купить оригинальный замок для своей цепи, точно такой же, как идет в комплекте с цепью. Если у вас более-менее кубатурный мотоцикл, идет замок-заклепка. Это тоже хорошо, но где-то в поле без подходящего инструмента развальцевать его сложнее. Как более подходящий для экстренного случая замок-защелка, починить цепь таким замком можно без специнструмента. Считается, что система защелки на 30% менее прочная, чем заклепки, но, во-первых, для того, чтобы спокойно продолжить путешествие и дома поменять всю цепь, этого достаточно, а во-вторых, можно дополнительно промотать замок проволокой и разницы никакой не будет. Про всех производителей не скажу, где брать, конкретно под DID на любой размер цепи замки есть и в России в магазинах, и на Алике, стоят копейки. Ну и попутно пара советов по замене цепи, о чем обычно в специализированных роликах не говорят. Самые критичные этапы – впрессовывание замка и развальцовка. При впрессовывании замка нельзя пережимать сальники, иначе потеряется эластичность цепи. Почему-то никто об этом не говорит, но сделать идеально легко даже без опыта. Возьмите штангенциркуль, там особой точности не нужно, достаточно дешевого за пару долларов. Измеряете ширину обычных звеньев, вот ровно на такую же ширину нужно впрессовать замок. Чуть-чуть поджимаете инструментом, проверяете, еще чуть-чуть поджимаете, проверяете. Накосячить так невозможно. Второй важный этап – развальцовка. Опять же, сколько не видел, все это делают на глаз. Если делать совсем академично, можно в интернете на свою цепь найти спецификацию по необходимой толщине развальцованного пина. В целом это не обязательно, большинство пинов развальцовываются примерно в диапазоне от 0,5 до 0,8 мм. Сначала измеряйте диаметр исходного пина, допустим 5 мм. После правильной развальцовки кончик должен быть от 5,5 до 5,8 мм. Соответственно, чуть-чуть покручиваете и проверяете. Со всей дури закручивать не надо, можно сломать пин. Прочная клейкая лента – полезная вещь в путешествии, которой можно отремонтировать много чего. Тут Америки не открою. Пригождается лента, но очень редко и как-то обидно терять место, которое занимает стандартный рулон. В магазинах редко встречается, но в интернете можно найти маленькие рулончики, которые занимают мало места. Этой ленты хватает с избытком. Если еще больше экономить место, можно перемотать 2 метра ленты на то, что у вас уже есть переходник или удлинитель для головок. И, кстати, так лентой удобнее пользоваться. Если обматываете вокруг какой-нибудь дуги с узким пространством, тонкая ручка обычно пролезает, а рулон нет. В большинстве обычных путешествий без уклона в грунтовке есть проблема. Почти весь маршрут асфальтовый. Вроде и хочется в сторонку съехать, но ради 1% дороги ехать на шашки жалко, а переобуваться бессмысленно. Но на дорожной резине есть высокий шанс застрять. Можно просто возить что-нибудь с собой, что позволит выехать из грязи. Осознание, что с собой есть помощник, позволяет не бояться проехать туда, куда хочется даже на совсем дорожной резине. Первый вариант, наиболее универсальный, брать с собой такелажный или буксировочный ремень. Например, ремнем можно пользоваться как лебедкой, приматываясь к чему-то, но в пустынях и полях туго и с большими камнями и с деревьями. Также ремнем можно буксировать мотоцикл из той же глиняной ямы выдернуть, так что в принципе хорошая вещь для езды в группе. Ремнем удобно притянуть оторвавшийся кофр или хвост. И еще ремень можно обвязывать вокруг колеса как бездорожный протектор. Опять же, есть разные способы обвязки. Можно в несколько слоев наматывать зазором, а можно ремень сильно перекручивать, чтобы высота была повыше. Главная проблема с ремнем, во-первых, буксировочный не отрежешь и приходится долго наматывать, и после любого использования все по уши в грязи, из самого ремня сочится грязь. Лучше возить с собой еще полиэтиленовый пакет, куда это можно все засунуть. Как альтернатива существуют антипробуксовочные стяжки. Вариант, который сначала казался мне идеальным.
Не нужно столько возиться, как с ремнем, и стяжки создают идеальные острые грани шашек. Из того, что пробовал, у этого варианта лучшая эффективность по вытаскиванию мотоцикла. Единственная проблема со стяжками – пластик недостаточно прочный и время от времени лопается, причем хоть сильно затягивай, хоть слабо. Может, есть какие-то супербрендовые из прочного пластика, но то, что найдете на Озоне, Амазоне и Алиэкспрессе, такое себе. Еще вариант – противоскользящий башмак. Чисто под мотоциклы я ни разу не видел. Автомобильные широкие и ровные никак не влезают, однако конструктивно это просто пластмассовый кирпичик с прорезью под ремень. Если стандартный автомобильный башмак разрезать наполовину, либо сделать 3 маленьких фрагмента, такая штука уже хорошо встает на мотоциклетное колесо. Правда, если у вас установлен хаггер, башмак никак не пролезет, в вашем случае поможет только плоский ремень. Плюсы башмака: с ним не нужно долго ковыряться, особенно если сразу подрезать длину под свое колесо, и ремень не рвется как стяжки. Таким принципом можно много чего использовать: тряпки, резинки, ремень от штанов, голду с шеи, примените фантазию. Удобно, что любой из вариантов можно привязать снаружи мотоцикла и сохранить место в кофрах. Есть 3 популярных дорожных варианта для ремонта шин: Dynaplug, Stop and Go и полоски бекона. Dynaplug самая компактная система, но у нее есть фундаментальные проблемы. Просто говорю по отзывам и тестам, которые мне кажутся вполне разумными, поэтому даже не стал пробовать. Во-первых, вот эти стрелы тонкие и не всегда могут закрыть дырку. Это очень популярная претензия к Dynaplug. С беконом проблем нет, просто 2 полоски одну за другой приделал и готово. С Dynaplug с этим сложнее хотя бы потому, что в комплекте их всего 5 в Pro версии, в облегченной версии 2 или 3. Во-вторых, есть жалобы на то, что резиновые стрелы со временем пересыхают, что логично, после чего не могут полноценно расширяться и пропускают воздух. Stop and Go – это марка товаров для ремонта шин, включая компрессоры и классический бекон, но сейчас только в контексте их популярного набора с грибками. Плюс в том, что грибков много, их не жалко, и их можно даже на Алиэкспрессе заказать, если что. У Dynaplug, напомню, и сразу стрел мало, а отдельный набор со стрелами стоит около 20 евро. Главная проблема Stop and Go – набор не экономит места. А то, что он удобнее бекона, такое себе преимущество. Потратишь на ремонт шины 20 минут, а не 25, вот вообще все равно. Судя по тестам, бекон не менее надежен. Есть еще шурупы, но это больше автомобильная тема, на мотоцикле я бы с таким не экспериментировал. Так вот, все еще самый популярный вариант – обычный бекон с 2 инструментами и маленьким тюбиком клея. Дешевая, простая, безотказная система. Единственная проблема – все комплекты имеют 2 инструмента с Т-образными ручками, которые много лишнего пространства занимают, а в какие-нибудь свертки или тубусы они редко входят. Бесит? Бесит. Я отрезаю эти ручки, делаю просто сквозное отверстие, и когда потребуется, просто вставляю шестигранник, удобный под руку, на который и давлю. Очевидно, что шестигранник с собой есть всегда. Эти ручки бывают металлическими и пластмассовыми. Если переживаете за надежность, можете металлический набор взять, пластиковые просто легче. Там особой надежности не требуется, потому что основная нагрузка, когда прокалываешь шину, и чуть меньше, когда вставляешь резинку. В обоих случаях давление идет в сторону шила, и от пластика в этот момент многого и не требуется. Надо сильно постараться, чтобы сломать ручку, ну и даже в таком виде, имея плоскогубцы, можно будет починиться. Чтобы требовалось меньше усилий прикладывать, можно наточить шило и сделать конус более длинным. Я знаю, что многим сложно проделать дырку стандартным китайским шилом, но, честно говоря, ни разу не сталкивался с ситуацией, когда бы я не смог дырку сделать заводским шилом. Даже не могу сказать, что всю силу прикладываю. По-моему, вполне простая задачка для любого парня среднего телосложения. Банку огурцов руками открыть сложнее. В чем плюс бекона? Просто перед большим путешествием выкидываешь старые резинки, покупаешь в ближайшем автомагазине отдельный набор полосок, либо готовый набор, тогда за одним и тюбик клея поменяешь. Если прям вот решил вечером, что с утра уезжаешь, не проблема, на заправке покупаешь и все. В прошлый раз я, конечно, ожидал защиты сеток пауков для крепления груза, но не думал, что у нас столько антиремнивочников. Сетки хорошо подходят для одних задач, ремни для других.
Не буду нагружать примерами, где сетки невозможно использовать, это выбор не между одним и другим, в идеале просто иметь и то, и другое. Все это можно привязать куда-то к мотоциклу, и место оно опять же не занимает. Но если по какой-то причине выбирать что-то одно, у ремней функционал шире. Еще мне нравятся вот такие сетки-авоськи не как замена обычных пауков, а отдельно. Их можно крепить на спинку алюминиевого кофра, на бак, либо где-то по бокам мотоцикла в роли пакета. Чаще всего я туда кладу тот же термос или воду, или какое-нибудь яблочко, и не надо слезать с мотоцикла, чтобы что-то взять. Разница с обычной сеткой в чем? Во-первых, там клетка меньше, чем у стандартных сеток пауков, и оттуда не выпадают мелкие бутылки без лишней фиксации, или тоже яблоко. А во-вторых, такая сетка служит пакетом, просто сверху кинул что-то без заморочек, оно там натяжением резинок без болта не держится. Если катаетесь с алюминиевым центральным кофром, рекомендую. Тем более этот груз дном слегка опирается на пассажирское седло и не увеличивает нагрузку на хвост. У меня было много всяких дождевиков брендовые, с мембраной, однослойные, двухслойные. Что я для себя понял из опыта? Это уже 6-й совет, тогда об этом в следующий раз. Подписывайтесь, чтобы не пропустить, и не переключайтесь.